Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Я сильно подозреваю, что то, что мы с Александром Фроловым регулярно встречаемся в студии Соловьев Лайв, многие уже заметили, но, наверное, многие заметили, что не все темы мы успеваем раскрыть, поскольку тайминг жесткий, событий в энергетической отрасли и вокруг нее огромное количество, поэтому сегодня удалось уговорить Александра заглянуть в нашу студию. Александр Фролов, если кто-то еще не в курсе. Саша, добрый день. Добрый, всем здрасте. И начать хочется вот с такой глобальной аналитики, которую выдал Супер Марио, он же Марио Драги. Достаточно неожиданная статья, многие ее обсуждают. Бывший премьер-министр Италии, автор предложения, озвученного в марте-апреле 2022 года, они ввестили потолок цен на энергоносители из России, но тут он прозрел. Да, мне эта статья понравилась, потому что он во многом повторяет тезисы, которые повторяем мы, но мы начали это делать немножко раньше, чем Драги, года так на 3. Итак, я предлагаю, зачитываем и обсуждаем. Вот такой вот у нас план работы на сегодня. Если вдруг вам понравится такой формат, обязательно отписывайтесь, репостите. Нет, в хорошем смысле отписывайтесь в плане комментариев. Подписывайтесь и пишите комментарии, репостите, ставьте лайки. В общем, делайте все то, что необходимо делать в ситуации, когда вам понравился какой-то, как говорят, контент. Ну и на самом деле мы можем встречаться регулярно, если, конечно, зрители нас не заругают за это. Итак, А если заругают, тогда не будем. В начале своего выступления Драги описал текущую ситуацию в европейской экономике. Я вот позволю себе сразу после этого же предложения сделать оговорку следующего характера. Регулярно нам после наших выступлений в комментариях приходят люди, которые рассказывают замечательные вещи о том, что что вы тут рассказываете о проблемах? Да никаких проблем нет. У моих друзей, у меня лично, у тети... Хотел сказать, у тети Глаши, но наверняка в Европе с тетей Глашами некоторая напряженка. В общем, добавь фамилию Боррелли, у него тоже все хорошо. Хорошо, вот у Боррелли все хорошо, у знакомых все хорошо и прекрасно. Поэтому никакого кризиса нет. Учитывая, что лично я обычно смотрю статистику, которую дает Евростат, при том, что я делаю скидку на то, что Евростат тоже не может алармистскими настроениями болеть, ему нужно давать некое представление о прекрасном, все-таки хоть сколь-нибудь оптимистично. О том, что сад цветет. Сад цветет, но даже если у Евростата возникают проблемы с подобного рода заявлениями, приходится говорить, вот здесь у нас рост, хотя в целом падение, вот в такой-то крупной экономике падение, но зато у Литвы или у Польши у них вот был по таким-то показателям рост. Я лично для себя делаю вывод, что, наверное, не все хорошо, и те предположения, которые делались еще в 2021 году, во второй половине 2021 года, когда кризис только начался и расцветал по всему миру, включая Европейский Союз. Так вот, предположения об экономике Европы, о влиянии этого кризиса на экономику Европы неожиданно оказались верными. А если ваш индивидуальный пример говорит о том, что кризиса нет, можете рассказать об этом господину Марио Драги. Ему тоже будет очень интересно вас послушать. Так вот, текущая ситуация в европейской экономике, хотя, с другой стороны, может, сейчас скажут, все хорошо, сделаем вид, что мы не знаем. Она, по его словам, оставляет желать лучшего и требует новых подходов. Да как же так? На фоне общемирового замедления экономика ЕС развивается почти на треть медленнее, чем экономика Соединенных Штатов Америки. Другой полюс, КНР, представляет для Европейского Союза растущую угрозу. И вот здесь, несмотря на то, что тут стоит запятая, я сделаю, опять же, маленькую паузу. Мне вообще очень нравится, как мне нравится на самом деле, то, что мне это нравится, это просто фигура речи. Так вот, мне очень нравится, как стала развиваться ситуация в отношениях с Китаем. То есть Китай выстраивал все более и более тесные отношения с Европой, развивал, например, новый шелковый путь, в рамках которого как-то участвовала и наша страна. И тут неожиданно. А сколько инвестиций было и покупка всевозможных логистических проектов, и порты там прикупались, и так далее, и так далее. То есть все было хорошо. И деньги шли, и бизнес шел. То есть для Китая Европа является рынком сбыта.
Притом и сам Китай является рынком сбыта для европейских товаров. Да, разумеется, торговый баланс таких стран, как Германия с Китаем, является отрицательным для Германии, но тем не менее Китай в свое время покупал большое количество немецких автомобилей. Другое дело, что немецкие компании, не будь дураками, создавали совместные предприятия с китайскими компаниями на территории Китая, потому что вы не поверите, но рынок Европейского Союза почти в 3 раза менее, хорошо, в 2,5 раза менее емкий, чем рынок одного только Китая. Поэтому где надо строить заводы? В Китае, потому что там эти машины покупают или знают и им радуются. Поэтому и поставки из Германии стали сокращаться в Китай. Но, тем не менее, отношения Европы и Китая крепли. Да, разумеется, были проблемы в металлургии, когда они вводили заградительные пошлины в плане того, что европейцы вводили заградительные пошлины. Но не справлялись европейские металлурги. Не могли они честно конкурировать с китайской продукцией, точнее, они как говорят. Это дотации государства. Откуда у государства деньги? Возможно, все забрали у уйгуров. Не иначе как. Тем более, что металлургия в Европе становилась все зеленее и зеленее, повышая тем самым свою конкуренцию. А китайский металлопрокат, он был исключительно чугунный, угольный, страшный. Все чадило, дымило, и да, несмотря на то, что Китай является мировым лидером по вводу мощностей солнечных и ветровых электростанций. Вообще солнечные ветровые электростанции в исполнении Китая — это точно другое. Да, абсолютно. Нет, смех смехом, но здесь мы можем в какой-нибудь момент коснуться и углеродных налогов, но и так мы даже первый абзац успеем дочитать, поэтому говорит. Другой полюс, КНР, представляет для Европейского Союза растущую угрозу, красную угрозу, я бы даже сказал. У вас коммунист под кроватью завелся. Так как конкурирует уже в 40% отраслей, хотя в 2022 это были всего 25%. Геополитическая напряженность сказывается на торговле, занимающей 45% ВВП Евросоюза. А никак это не связано с тем, что Китай не стал отказываться от нефтяного принципа ценообразования на газ и не стал переходить на другое ценообразование на газ, в отличие от Европейского Союза, который умненький, хитренький и перевел ценообразование на биржевую основу, чтобы газ стал дешевле. А он... И, кстати, отличное решение было закрыть атомные электростанции. Вообще прекрасно. Нет, без этого вообще. И угольные атомные электростанции надо было закрыть. Ну, с угольными все-таки проще, потому что когда совсем становится плохо, их можно открыть по новой. А если атомный реактор перестал работать, то уже все. А угольные мы закрываем регулярно. В принципе, каждое лето. Ну, угольные закрываем регулярно, но все-таки их немножечко взрывают, площадки расчищают, какие-то мощности законсервировали, и потом их быстренько, мама родная, нам нужен уголь. В 2022 году неожиданно оказалось, уголь нужен. Ну вот, и 13,5 гигаватт пришлось быстренько вводить обратно в эксплуатацию, но тем не менее, это общая тенденция во снижении. В Европе. В Европе, конечно. В Европе. А Китай, несмотря на рассказы о том, что все, от угля Китай скоро откажется. Мировой рекорд по вводу угольных мощностей в 2023 году принадлежит Китаю. А в этом году мировой рекорд по объему импорта. Тоже, видимо, из-за того, что все у нас панели привязаны прямо к турбинам. Вот так вращаются и собирают все. А, кстати, между прочим, интересно было бы, значит, труба. Я уже давно говорил, это ноу-хау. Да. Прямо на лопасти приматываем солнечные панели и все. Я про другое. Значит, градирня или просто труба. Вот высокая труба. Ставим на трубу ветрячок. Или 2, или 3. Значит, идет поток. Теплый воздух поднимается, все вращается. А если мы после этого еще и к лопастям привяжем солнечные панели, вот тогда максимально эффективно. Куда только можно не присандалить всевозможные турбинки, после Октоберфеста будет просто всплеск производства электроэнергии, если постараться. Мне кажется, после Октоберфеста это что-то из области малой гидрогенерации заработало. Да, распределенную. Весьма. Так вот, отдельный пункт. Структура энергетической безопасности. Необратимо, цитата, изменившаяся после февраля 2022 года и теперь не являющаяся приоритетной проблемой для дальнейшего развития. Как интересно получается. Мировой энергетический кризис начался летом 2021 года. Из-за событий февраля 22-го, абсолютно логично. Да.
Абсолютно логично. Ну, тут Не поспоришь. мне даже у нас некоторые весьма авторитетные исследователи говорили о том, что ну да, на Европе-то ситуация, которая в феврале 2022 года возникла, она же оказала воздействие на энергобезопасность Европы, так что нет, они там не врут. Ну, погодите. Если у вас летом 22 года 21 года. газ дорожает буквально в 2 раза, то есть буквально, это не фигура речи, с 300 до 600 долларов, И дальше. Меньше, чем за 2 месяца. и дальше рост продолжается. Если в декабре 2021 года у вас котировки достигают $2000 за 1000 кубических метров, если у вас во второй, прошу прощения, половине 2021 года, уважаемые люди, в том числе Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, никто не поменялся, по-моему, с тех пор, выходят и говорят, вы знаете, нет, как бы рынок работает, все хорошо, просто сейчас ему не очень хорошо, но так-то рынок работает. Но модель прекрасна. Модель прекрасная. Но мы будем пытаться помочь потребителям, чтобы на них не сильно сказывалось последствия от возникающих кризисных явлений. Буквально в сентябре, кстати, 2021 года Международное энергетическое агентство в лице лучших своих представителей Фатих Пироль заявляла о том, что, вы знаете, вот какие-то кризисные явления возникают. Мне кажется, виновата Россия. Нет, не то, чтобы она что-то кому-то недопоставляла, но она могла бы поставлять больше, при том, что «Газпром» поставляет в ответ на заявки. Вы присылаете заявку, «Газпром» отправляет вам газ. В смысле, куда отправляла бы больше? Но если цены растут, у конечного потребителя снижается потребление, и вы не будете столько же газа из-за снижения потребления у конечного розничного потребителя. Оптовый покупатель этого газа не будет покупать его в прежних объемах, потому что он не сможет его сбыть по этой цене. Но да, февраль 2022 года, только после этого возникли проблемы. Это отдельная тема для передачи. Я считаю, вот влияние февраля 2022 года на события июня 2021. Это такая докторская диссертация гарантированно. Я, кстати, там принимать участие не буду, все-таки вот у Бориса физическое образование. Вот, и он наверняка сможет... Петля времени, тут тахионы... Там, безо всяких проблем. Но я думаю, что Драги сам это сможет сделать. Я в него верю. Он может. Да, где-то в Европе столкнулись глюоны с кварками, породили тахионы, волна тахионов пошла. Ну, что такое? Он сможет. Так вот, и теперь являющаяся, значит, вот приоритетной проблемой. Фактически признается, что с тех пор экономика ЕС, лишенная доступа к основным ресурсам, например, цены на газ для промышленности выросли на 345%, с угрожающей скоростью планируют вниз. Не надо повторять бездумно за Марио Драги. Марио Драги в данной ситуации занимается откровенной пропагандой, сваливая вину за неадекватные действия в ходе энергетического кризиса, который предпринимала Еврокомиссия и отдельные национальные руководители, например, сам Марио Драги, на Россию. Вот не надо за ним это бездумно повторять, даже если нам это приятно тем, что вот без нас неплохо. Ну, на самом деле, это была реализована целевая модель европейского газового рынка, разработана в 2011 году. Внедрять ее стали в 2019. В 2021 получили результат. Он был прекрасен. В общем, экономика, лишенная доступа к основным ресурсам, с угрожающей скоростью планирует вниз. Поэтому единственный выход – продолжать реализацию зеленой повестки. Да, а если кто-то думал, что зеленый курс отменят, нет, не надо его отменять, он хороший. Мы зеленым курсом идем в Европу. Да. Зеленой повестки повышать производительность. Ну, это, конечно, там, скорее всего, не про производительность как таковую, а там про энергоэффективность говорилось, потому что, когда говорят про зеленую повестку, вот эти чудесные люди, они обязательно упомянут рост энергоэффективности, как будто это решение всех проблем. Ну, хочется отдать должное, все-таки в Европе не все еще превратились в Драги. Долго-долго строили множество зеленых электростанций, ветровых, солнечных, каких угодно еще, пока все-таки не занялись анализом сетевые компании. Действительно, климатически зависимая генерация, она не обеспечивает нужное количество времени, нужное количество электроэнергии у нужных потребителей. Для того, чтобы таких перебоев не было, можно либо страховаться традиционной тепловой генерацией, либо связывать вот все эти новые объекты генерации, солнечные, ветровые, новыми сетями.
По оценкам ассоциации НСОЭ, это ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем национальных, необходимые минимальные вложения до 2030 года 1,2 триллиона евро. При условии, что новые объекты генерации пока строить не будут. Это и без учета средств хранения электрической энергии. Нет, это только про сети речь. То есть, мотив понятен. В Финляндии отличный ветер, в Испании жара и ветра нет, значит, надо уметь ветровую электроэнергию перебросить из Финляндии вот туда, потом в Финляндии тучи, в Испании безоблачное небо, как у них часто бывает, надо солнечную генерацию перебрасывать вот туда. Самый дорогой ресурс в Европе по-прежнему земля. Отчуждать ее под линией электропередач, вот энергетики посчитали, вот триллион надо выложить в том случае, если не будет строиться новых объектов. Если новое, надо будет дополнительно. Ну, как известно, над всей Испанией безоблачное небо, но так-то да. А тут еще вопрос следующего характера. Нам могут сказать, ну и что, провода натянуть, это же легко. Но линии электропередачи, как таковые, это лишь часть электросетевого хозяйства. Там надо ставить еще и некие электроподстанции, всякие распределительные устройства, которые, как я понимаю, должны отвечать несколько другим характеристикам, нежели действующие сейчас. Да, поскольку прерывистость, вот она в связи с отсутствием ветра, наличием тучек и прочего, это такая технически интересная ситуация. И вот, опять же, исследование НСЭ абсолютно политизировано, они рассматривали только технические проблемы, вот насчитали то, что необходимо, пока почему-то не видно желающих, собственно говоря, вложиться. У Марио Драги более весомые аргументы и гораздо более крупный аппетит, чем у электросетевиков, потому что он отмечает, что для реализации этой зеленой повестки и повышения производительности, как тут написано, требуются огромные инвестиции. По расчетам Драги ежегодно потребуется до 800 миллиардов евро дополнительно. То есть там 1,2 триллиона, а тут каждый год 800 миллиардов. 1,2 это в том случае, если нового строительства не будет. А если вы будете вкладывать по 800 миллиардов для того, чтобы строить новые панели и ветряки, соответственно, будет и этот триллион несколько увеличиваться. Но он политик, ему можно. Электроэнергетики с такой скоростью считать не умеют. Еще один пункт повестки, также обусловленный глобальной конкуренцией, установление преференций для европейских производителей. То есть, как Европа делала всегда. Мне вообще очень нравится. Вот отвратительный Китай и с его ужасными дотациями. А вот Европа, она проспондирует. А правила ВТО, они написаны для того, чтобы... Я не придумал. Для того. Пишите ваши варианты в комментариях. Будем байтить людей. Нет, кстати, если вы смотрите нас в ВК или на Ютубе, пишите комментарии, потому что нам хотя бы нужно знать, сколько живых зрителей присутствует, потому как система регистрации просмотров на этих сервисах вызывает некоторые вопросы. Так вот, установление преференций для европейских производителей при очень предметном разделении труда среди государств-членов Евросоюза и замыкание внутри Евросоюза производственных цепочек. Я вот тут замечу, что это давняя мечта Европейского Союза, которую они пытаются с конца нулевых годов реализовать, как раз когда Евросоюз столкнулся с крупным кризисом, точнее не только Евросоюз, а там весь мир налетел на небесную ось, и возник крупный мировой экономический кризис. Для Европейского Союза, в Европейском, Союзе, это породило ряд явлений, в том числе желание получить точки роста для промышленности, которая просела в ходе этого кризиса, и замкнуть как можно больше цепочек внутри Евросоюза, потому что производители стали разбегаться. Мы же говорили про производителей автомобилей европейских, которые отправились в Китай. Не только автомобили, многие производства были перенесены, в том числе энергетическое машиностроение Сименса и так далее, и так далее. Много того. А вообще мне вот этот текст надо разделить страны по видам деятельности. Вот я старенький, я помню, решение 21-го съезда КПСС, 22-го, территориально-производственные комплексы, вот это вот все. Где-то это я уже слышал. Ничего.
Мне приятно, не знаю. Также остается под вопросом и поиск альтернативных поставщиков ресурсов, в том числе необходимых для зеленого перехода. Ну, ходите по рынку, поищите, наверняка их много, и они все рвутся к вам со своим товаром, просто что-то им мешает. Возможно, мешает Россия. Китаю не знаю, что мешает. Наверное, Россия, потому что между Китаем и Европой есть Россия, она мешает. Нет, Правильно? Нет, морским транспортом можно доставлять. Ну, Россия все равно мешает. Она же между Китаем и Европой, значит, мешает. Ну, а в другую сторону, если тут. Там тоже кто-то мешает, но он не считается. Он помогает. Он помогает. Он помогает. Да, если только Панамский канал мне надо переплывать, это все хорошо. Но ничего из этого сделать не получится без сильной централизованной власти. Драги настаивает на дебюрократизации процессов и усилении полномочий Брюсселя. Это как? Вот здесь где-то сейчас в студии появился признак Леонида Ильича Брежнева. Экономика должна быть экономной и так далее. То есть слов можно наговорить сколько угодно. Дебюрократизация, объединение, в которое входит 27 государств, но я не очень понимаю, как это должно выглядеть. Гармонизировать национальное законодательство всех 27, ну, не в этой жизни, очевидно. Ну а теперь к самому веселому. Потому как, если вдруг кто не знает, европейцы в своих бедах винят не только Россию, но и страну, которая между Китаем и Европой лежит не на востоке. Ну, условно говоря, точнее, не на западе, а на востоке. А на востоке относительно Китая находится, и вот сам Драги. Некоторое количество штатов находится. Каких-то. Нет, здесь могут сказать, что вы что, Россия относительно Китая вообще на севере. Давайте мы договоримся, что Россия относительно Китая на западе. Если мы едем в Европу из Китая, путешествие на запад. Не в Индию, как в оригинальном произведении, а вот наше специфическое путешествие на запад, в Европу через Россию. Так вот, сам Драги указывает, что при ценах на электричество в 2-3 раза превышающих внутриамериканские, а газа в 4-5 раз невозможно оставаться конкурентоспособным. Да ладно, кто бы мог подумать? Тут мне вспоминается Макрон, который выходил к избирателям и говорил: вы знаете, американцы нас обижают. У них газ в 4 раза дешевле, чем у нас. И из этого некоторые наши лидеры общественного мнения делают потрясающие выводы, что, ну, очевидно, американцы свой газочек продают подороже. На самом деле об этом говорилось изначально. Операция «Украина», которую вместе с печеньками проводила Виктория Нуланд, декларирует своей целью не дать возможность России поставлять первичные энергетические ресурсы в Европу. Но если смотреть на эту медальку с обратной стороны, то цель операции «Украина» не дать Европе возможность покупать у России первичные энергетические ресурсы. Это не говорит о том, что при этом Соединенным Штатам зачем-то европейский рынок нужен. Важно было не дать возможность получать по рыночным ценам с минимальными логистическими расходами энергетические ресурсы из России. Эта цель достигнута. Количество. Это вот главная оговорка. Эта цель достигнута, результат почему-то Драги не радует. Операция началась в 2014 году. Через 10 лет европейский мудрец, ну да ладно. Мне кажется, тут нужно еще пару слов сказать про внутриамериканские цены на электрическую энергию и на газ. Тут, опять же, у нас в широкой зрительской среде, благодаря лидерам общественного мнения. Во-первых, прижилась фраза «дешевый российский газ». Вот она прижилась. Российский газ всегда шел по рыночной цене. Советский газ шел по рыночной цене. Он никогда не был дешевым. Он всегда имел нефтяную. Понятие дешевое, понятие относительное. Относительно вашего дохода и вашего восприятия относительно других каких-то предметов, относящихся к той же категории. Если это газ, то это может быть газ от одного производителя, от другого от третьего. То есть вы можете, с одной стороны, считать, что он вам дешев, ну, потому что вы много зарабатываете, вам плевать, сколько он стоит. Либо он может быть дешев относительно газа других поставщиков. И вот, скорее всего, имеется в виду второе. Относительно других поставщиков российский газ был в рынке
Мне самое смешное, что лет 10 назад, ну и там достаточно продолжительный период времени там, в 10-х годах, да и в нулевые годы российский газ в Европе критиковали с позиции, что этот газ слишком дорог, что нужно внедрить биржевую систему ценообразования, и тогда этот газ будет дешевым. То есть мы в этой схеме, если мы говорим, что наш газ всегда был очень дешевым, вот просто дешевым, то есть дешевле, чем у других поставщиков, то мы в этой схеме кто? Кто мы в этой схеме? Мы кем себя перед нашей же аудиторией выставляем? Мне кажется, мы кем-то немножко неадекватным себя выставляем перед нашей широкой аудиторией. И широкая аудитория начинает задаваться вопросами, а почему наши невозобновляемые энергоресурсы продавались вот туда, на Запад, дешево? Еще раз, для того, чтобы было понятно, газ из Советского Союза, из России в Европу шел по рыночным ценам. Он был дешевле относительно других поставщиков в силу выигрышной логистики. Ничего дешевле, чем трубопроводные поставки для газа, нет. Все остальные варианты дороже, но мы никогда не продавали дешево, мы продавали так, как диктовал рынок, с учетом привязки к нефтяной корзине и с учетом расходов на логистику по доставке. Относительно других поставщиков это действительно было дешевле, но отнюдь не потому, что мы предоставляли какие-то гигантские скидки и доплачивали за то, что у нас брали газ. Он не был дешевым, он был обладал рыночной стоимостью, никак иначе. Нет, здесь можно еще упомянуть, что для разных потребителей формула цены, по которой этот газ считался, была разной. Соответственно, газ мог получаться для кого-то действительно дешевле, чем для соседей. Например, для Германии газ при прочих равных условиях мог обходиться дешевле, чем для Польши. Хотя Польша находится географически ближе. Но это не потому, что мы, Германия, пожалуйста, возьми наш газ, а потому что Германия платила за эту скидку совместными проектами, она делилась технологиями, она допускала наших поставщиков на свой внутренний рынок, то есть до конечного потребителя, и, кстати, до месторождения на территории Европы тоже допускала наши компании. Вот это была плата за скидку, притом скидку условную, потому что она составляла у нас, я на полном серьезе говорю, да наш газ в 2-3 раза дешевле. Зачем? 5-10% скидки – это невероятный успех. Особенно если вы занимаетесь химическими производствами, электрическую энергию производите и так далее. Особенно если вы импортируете по 100 миллиардов кубометров, то да, вполне достойный результат. У вас вы так экономите, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Наш газ в последнее время вообще шел с биржевой привязкой, как и газ любого другого поставщика в Европе. Газпрому говорили: поставляйте как все. Да, требовали. Самое смешное, что если бы Газпром стоял на своем, не поддавался этому давлению, он бы продавал газ в Европу на протяжении последних 3 лет буквально по цене, как в Китае. То есть поставлялся бы газ по цене до $300, потому что он был бы привязан к нефтяной корзине. Собственно, в Китае цены ниже, чем на российский газ, чем в Европе, потому что в Китае он идет с привязкой к нефтяной корзине. В Европу исключительно биржевая привязка. Вот результаты. Когда нам рассказывают, что мы предоставляем Китаю скидки, нам врут. Врут умышленно. Ну а что касается Соединенных Штатов Америки, которые вот тут тоже пинает господин Драги, в общем. Драги, Боррель. То Соединенные Штаты — это нетто-экспортер газа с биржевым ценообразованием. У них это биржевое ценообразование работает в сторону понижения, потому что они производят больше газа, чем им надо. Но и то в ходе мирового энергетического кризиса газ у них дорожал более чем в 9 раз. Ну, и есть еще один нюанс. Поставки внутри Соединенных Штатов на внутренний рынок осуществляют около 50 компаний. Их много. Большие, маленькие, средние. Весь газ продается через биржу. В Европе такого количества поставщиков нет и никогда не было. Если биржевая цена при олигопольном рынке, а менее десятка поставщиков – это олигополия, цены будут неизбежно расти. Это, по-моему, даже в учебниках экономикс и то прописано. А для европейцев почему-то стало открытием. Если у вас нет большого количества поставщиков, ваши цены будут подниматься.
они и поднялись. А в Штатах нет, потому что там значительно больше поставщиков. Нет, тут какой момент, еще раз. В 2021-2022 годах цены на газ в Штатах, как и во всем мире, цены на газ с биржевой привязкой. Это важная оговорка, которую обычно никто не делает. Кажется, что весь газ дорожал. А если где-то он был дешевле, там, $1000, а стоил $300, то это потому что за бесценок газ отдавали, а не потому что этот газ продавался по другой системе ценообразования. Так вот, в Соединенных Штатах газ тоже дорожал до $350 за 1000 кубов. Другое дело, что... В этот момент в Европе? Да, там $3000 было, но для американского рынка это был шок. Это был шок, который заставлял сенаторов внутри Соединенных Штатов говорить: остановите экспорт газа, вы что делаете с нашей экономикой, вы видите, сколько этот газ стоит. Что, кстати, прозрачно нам намекает, что после того, как американский рынок вольется в единую семью евразийских народов, и на него тоже будет распространяться влияние евразийского газового рынка, и цены, соответственно, поднимутся с текущих там 50, 60, $70 за 1000 кубов. Это столько стоит газ в опте в Соединенных Штатах Америки. Сейчас до 80 добрался. Это чудовищная величина. Мне кажется, пора звонить президенту, как бы его ни звали. Кстати, если вы попробуете найти, сколько он там стоит, вы обязательно наткнетесь на доллары за миллионы британских термических единиц. Дикие люди. Да, на 35,5 умножьте, примерно получите нормальные 1000 кубов. Нормальные доллары за нормальные 1000 кубов. Вот. То есть, когда европейцы кивают, а вот у них дешевле, ну да, у них дешевле, у них свой газ, они его добывают, и они его экспортируют. Экспортируют в Мексику. Кстати, в Мексику они экспортируют сопоставимые объемы с тем, что... Точнее, по трубопроводам они экспортируют сопоставимые объемы с тем, что идет в Европейский Союз. В виде СПГ. В виде СПГ. При этом сами американцы, как таковые, именно американцы, которые газ добывают, на этом вообще не зарабатывают. Они вот отдают свой газ на бирже за эти чудесные $80 за 1000 кубических метров. И все, до свидания, иди бури дальше. А этот газ продают такие американские компании, как Total, Shell, BP, Eni, Orlen, которая вобрала в себя Погник и прочие чудесные, не менее американские компании. Что, на мой взгляд, вот когда господин Драги начинает пинать американцев, он некоторым образом выгораживает крупные европейские компании, по крайней мере, компании с европейской пропиской, которые, по сути, этот газ продают и на этом зарабатывают. Но другое дело. А это европейские компании виноваты, что так получилось? Нет. Они продают газ в Европу по ценам, которые написали люди, коллеги Драги по Европейской комиссии. Точнее, в рамках системы, которая сложилась благодаря вот этому человеку и его коллегам. То есть они сказали, полностью должно быть биржевое ценообразование. Зачем полностью биржевое ценообразование? Вы же лавировать в случае кризиса не сможете. Вы дураки, вы ничего не понимаете, объясняли в Евросоюзе. Мы рынок покупателя, к нам все побегут, мы невероятно привлекательный рынок. Оказалось, что нет. И сейчас, когда месье Макрон говорит, что это американцы подняли цену и туда надо ехать, разговаривать, не надо, можно пешком дойти до штаб-квартиры компании Total Energy и поговорить, а может быть вы перестанете продавать по биржевым ценам, может вы хотя бы для родной страны какую-то скидку придумаете, может к чему-то привяжемся. Кстати, Total тогда покрутит пальцем у виска, в лицо лучших своих представителей скажет, это же нарушение наших европейских норм. Вы придумайте какой-нибудь закон, по которому мы должны продавать вот так. Мы тогда ни черта не привезем. Но это другой вопрос. Это уже следующий вопрос. Вот. А поэтому никаких изменений не происходит, потому что просто ни черта не привезут, если газ будет дешевле. Вот как-то так. То есть, когда господин Драги, вот эти все рассказы чудесные, что у экономики плохо, Китай нас зажимает, американцы зажимают, русские вообще жить не дают. Лишили нас энергетических ресурсов. Не мы сделали все, чтобы у нас этих ресурсов не было, а нас лишили. Мне вот фразеология очень нравится. Европу нас своих энергоресурсов. Ну, да. Тут какой момент. СПГ-терминалы в Европе стоят недозагруженными. Даже в моменты пиковой загрузки, вот этих рекордов, которые демонстрировал европейский рынок, были значительные мощности в этих самых терминалов,
который используется для регазификации сжиженного природного газа, который можно было бы использовать, просто газа на мировом рынке не было столько, чтобы их загрузить. Это, во-первых. Во-вторых, падает спрос. Евростат дает максимальную загрузку всей системы терминалов европейской 78%. Да. То есть достал, ни разу еще не дотягивались. Нет, тут можно говорить, стоит же вообще, тут определенная ритмичность должна присутствовать, вот это вот все. Можно сделать оговорку, но был бы газ, его могли бы привезти, используя, опять же, те же самые терминалы, заместить гораздо больше российского газа. Но основная проблема я не знаю, господин Драги, может, это несколько излишне завуалированно сказал, но основная проблема заключается в том, что основной метод замещения российского газа заключался в снижении спроса на газ вообще. То есть, если вы сокращаете только в рамках Евросоюза спрос на газ на 85 миллиардов кубов с 21 по 23 годы, то да, поставки из России туда шли в размере где-то 140-145 миллиардов кубов, то вы, наверное, далеко не все смогли заместить, да. На самом деле, надо отдать должное европейским чиновникам, они идут вполне последовательно, ученые тренируются на мышах. Европейскому Союзу тоже было на ком потренироваться. Советские республики Прибалтики потребляли природного газа в 2 с лишним раза больше, чем республики Прибалтики независимые. Они в 2 раза снизили зависимость от тоталитарного российского авторитарного газа. Для этого потребовалось убить крупную промышленность, разогнать треть сельского хозяйства, отказаться от логистики. Мы через их порты практически уже ничего не возим, уже все хорошо. И куда-то пришлось еще выдать от 30 до 40% населения. Результат есть. В 2 раза снизилась зависимость от российского газа. Попробовали, получилось. И я так понимаю, что то, что происходит сейчас, вот на мышках потренировались, теперь попробуем ту же модель с 3 прибалтийских республик натянуть на 27 государств. Все последовательно. Правда, мышки могут. Ладно. Мышки, судя по всему, молчат. Они за странных людей там пытаются голосовать, думая, что эти люди решат проблему. Они не решат проблему, они такие же системные игроки, как и Марио Драги. Дорвутся до власти, будут вот как Анна Лена Бербок заниматься ерундой, хотя она же зеленая, она придет, она сделает хорошо, а оказалось, что она, кому-то хорошо она сделала. Безусловно. Тут в ее личном жизни мы лезть не будем. На своем посту она ничего хорошего не сделала, прямо скажем. Давайте резюмируя, то есть, о чем сказал Драги. В европейской экономике стагнация. Он, правда, соврал, что она с 22 года, и соврал в отношении причины этой стагнации. На самом деле стагнация началась раньше. Я бы вообще сказал, что стагнация еще в 2009 году началась, но туда мы лезть не будем. А самое главное, что он начал обвинять вообще всех. Россию, Китай, США, все плохие, все плохо себя ведут. Только Европа, вся в белом. По-моему, только до Африки не добрался. Африка не растет с темпами выше, чем Европа, поэтому, видимо... Я думаю, стоит подождать следующей статьи Браги. Выясним, каким образом в ценовом кризисе в Европе виноваты пингвины Антарктиды. Они тоже наверняка приложили свою руку, так же, как и лапу белые медведи. Виноваты все. А это означает, что Европа пересматривает то, что она сама с собой сделала, не намеренно. То есть, еще раз, те цели, которые ставили люди, сконструировавшие план, сценарий операции Украины, выиграли. Европа добровольно с песнями, с множеством каких-то агиток отказалась от поставок первичных энергетических ресурсов из России. Антикитайские настроения приводят к тому, что и те самые металлы, которые необходимы для зеленого перехода, тоже перестанут приходить, если продолжать в том же режиме. Но мистер, как он там? Сеньор Драги всех обвинил, все кругом виноваты, только он Д'Артаньян, месье, или сеньор, или не знаю что. То есть пересматривать что бы то ни было, анализ он сделал хороший. Мы находимся в Европе, в полной такой. И нам нужно 800 миллиардов евро ежегодно для того, чтобы сделать ситуацию еще лучше. Лучше получится, я уверен. Потом они обнаружат, что нужны электрохимические накопители.
нужно будет еще денег больше выделять, нужно на сети будет больше денег выделять, то есть количество проблем и снижение конкурентоспособности будут только нарастать, если следовать этому пути. Но опять же, вот можем мы повлиять, поржать с этого всего? Мы можем. Как-то саркастически повысказываться можем, повлиять не можем. Радости лично у меня это не вызывает, потому что там вполне конкретные люди, которые просто не понимают, чего с ними делают, страдают. А господин Драги вот рассказывает интересные истории о том, кто виноват, и дайте 800, дай миллион. Миллиона мало, 800 миллиардов евро в год, и мы тогда все сделаем. Как обычно говорят, они допечатают. Да, И если решат все проблемы. Да, если вы будете печатать по 800 миллиардов евро в год, то проблемы не исчезнут, их станет просто больше. И на самом деле, что самое странное, Драги мне напоминает некого медицинского специалиста, который сделал качественный диагноз, а вот какую терапию прописать он не придумал. У вас сломана нога? Да, я вижу, она очень сильно сломана. Вот вам горчичник. Должно помочь. Завершает не горчичник, подорожник, потому что он зеленый, доступный, но на подорожник нужно 800 миллиардов евро в год. На этом... На этом я считаю, что по Драги достаточно. Можно, конечно, найти полный текст статьи, там, по-моему, страниц 10, что ли, получилось, если не больше. Но если кому-то интересны все эти рассуждения, мы так обобщили. Еще раз, диагноз сам себе Драги поставил. Методов терапии он не предложил. Значит, путь выбранной Европы — искать виноватых вокруг себя в режиме маленького ребенка. Машинку отобрали, все виноваты. Мама не купила мороженку, тоже все виноваты. Это выбор Европы. И для меня Европа с каждым днем вот в этом режиме становится все менее интересной. Рынок падает газовый рынок, падает рынок электроэнергии, синтетические показатели, спрос на электроэнергию снижается. Статистика Евростата, которая показывает, что ВВП при этом растет, можно делать все, что угодно. Есть 3 вида лжи, не буду дальше. Но это их выбор. И это лишний раз говорит о том, что слова, сказанные президентом России в апреле 2022 года о том, что экономике России надо развивать новые векторы своего развития на юг и на восток, были абсолютно объективны. На этом будем заканчивать. Всего хорошего. Всем спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Понравилась ли сегодняшняя встреча, есть ли нам резон с Александром встречаться чаще? Или, по крайней мере, регулярно?